Привет, Cover Project. Меня зовут Марина Титова. Я дизайнер интерьера. Приглашаю вас в дом под Тулой. Дом проектировался для семьи с 2 детьми. Дом находится в чудесном живописном месте. Это курортная зона, рядом Ока, вокруг нас сосны, великаны. И, собственно говоря, идея этого дома была в желании, будучи на природе, быть в комфорте. А приезжают сюда заказчики, собственно говоря, для того, чтобы созерцать эту красоту, слышать запах сосен, слушать птиц, кататься на велосипедах, видеть, как дети участвуют в каких-то детских тусовках, гостей принимать, сидеть с ними до ночи у камина. В общем, собственно говоря, вот в этом и есть вся идея и смысл постройки дома именно здесь. Мои заказчики – это молодая пара. Они достаточно рациональны, вдумчивые и, на мой взгляд, с очень хорошим вкусом. Конкретно этот дом уже у них не первый, они знали, чего хотят, и фактически задача на проектирование была очень прагматичной. Не раздувать дом в объемах, чтобы была просторная гостиная, открытая веранда и 3 спальни минимальных размеров. Мы спроектировали дом, уложившись в 177 квадратных метров. Дом концептуально у нас состоит из 3 блоков. Это большой гостевой с верандой и приватный, где находятся спальни, санузлы, прачечная. 3-й блок, он соединяющий 2 предыдущих. Это прихожая. Она стеклянная и она абсолютно прозрачная. Работа над архитектурой дома для меня была очень интересной. Мы разбили дом на 3 разновысотных кубика. Гостиная выше, приватная зона чуть ниже, и самая низкая часть – это прихожая. Прихожая абсолютно прозрачна. И эта идея работает дважды на участке. Во-первых, это дает легкости дому. И когда вы приходите в дом, открываете калитку, то вы имеете возможность созерцать весь объем участка сразу. Соответственно, это манит. Вам хочется пройти дальше. Чтобы еще раз подчеркнуть объемы и не потерять эту идею, она была максимально наглядной, мы каждый кубик сделали в разной отделке. Основной, конечно, и самый фишковый, на мой взгляд, материал – это, конечно, картеновская сталь. Ее, кстати, предложил сам заказчик. Влюбившись в нее в одной из своих поездок, он видел здание вживую и решил, что у него должен быть такой дом. Блок, который гостевой, где находится открытая веранда, он более уютный, он более теплый, поэтому он в дагестанском песчанике. И дабы размыть границы между природой и внутренним пространством, прихожую мы сделали вообще полностью в стекле, и ее фактически незаметно. Внутреннее пространство дома продумано и функционально. Это блок гостиной, приватный блок и блок прихожей. Попадаем мы в дом, в его центр. Далее идет самая большая по площади комната, это гостиная. Тут огромный стол на 8 персон, диван, кухня, санузел с окном. Под веранду отдана тоже достаточно внушительная площадь. Она никогда не предполагалась под остекление. Также мы поставили стол, подвесной камин интересной формы. И с юга мы закрыли веранду от палящих солнечных лучей декоративной конструкцией из бетонных блоков. Чтобы попасть в приватную зону, мы проходим опять через прихожую и через коридор попадаем в детскую с 2-ярусной кроватью, где установлен стол и комод, гостевую комнату. Тут есть санузел, прачечная и далее тоже достаточно внушительных размеров спальня родителей, в которой выделен в отдельный объем душ, санузел и находится вместительный шкаф. Все окна в гостиной, да и не только в гостиной, собственно говоря, во всем доме, имеют свою функцию. Их местоположение чем-то обусловлено, их форма, та или другая, принята по определенным причинам.
Так, например, вот огромное окно в гостиной, оно, откатываясь в сторону, объединяет веранду и гостиную. Это становится одним огромным пространством. С южной стороны там достаточно близко к дому примыкает забор, и поэтому поставить окно с этой стороны, нам не казалось, что это будет интересно. И отсутствие окна с юга мы компенсировали окном в кровле. И это очень крутая идея, на наш взгляд. С западной стороны дома обычно припаркованы машины, поэтому заказчики точно не хотели видеть машины, какие бы они прекрасные ни были, в окно. И мы подняли подоконник и максимально вытянули в горизонте относительно оси стола это окно. Откосы окон и подоконников мы выполнили из итальянского мрамора арабескато. Конечно, мы купили целый слэб, других вариантов, на самом деле, я не знаю, может быть, кто-то знает. И у нас остался внушительный кусок, и мы его применили на веранде. Теперь у нас роскошный стол со столешницей из итальянского мрамора стоит на веранде. Отделку стен, потолка, пола мы намеренно сделали минималистичной. Она не должна быть акцентной, потому что основной акцент — это, конечно, вид из окон. И перетянуть это одеяло как бы бессмысленно. Кухня делалась по индивидуальным размерам и достаточно долго, мучительно. Она консольно нависающая, открывающаяся с двух сторон. Это очень удобно в случае, когда вот как раз объединено пространство веранды и гостиной. Заказывали мы эту кухню в Туле. В Туле есть столярные крутые мастерские. У Анатолия Ткачева, в частности, была заказана эта кухня. Столешницы сделали нержавейка, ноги, подпирающие консоль. Очень довольны. Вот, на мой взгляд, это услада для глаз. Такой же материал, как на кухне, мы использовали и для отделки фасадов прихожей. Там было, собственно говоря, две задачи. Во-первых, чтобы поддержать кухню, а во-вторых, шкаф выстраивается в линию с фасадом. Мы намеренно не занимались украшательством гостевой комнаты. Она достаточно аскетична, потому что, на наш взгляд, главное украшение комнаты — это угловое панорамное окно, а точнее сказать, вид за ним. Все предметы в гостиной, они не случайны. Так, диван, например, мы выбрали за минималистичный дизайн, за то, что спинки можно переставлять с места на место, и это нам показалось очень удобным и современным. Подобрали авторский ковер, который тоже не выделяется на фоне, но в то же время есть определенный рисунок, определенный ритм. Нам показалось это уместным. Заказали в Италии стол с интересным гостеприимным основанием. Он символизирует объятия. Подобрали кожаные стулья, и, собственно говоря, это все чудесно смотрится на таком минималистичном, удачном серо-белом фоне. Еще раз повторюсь, что мои заказчики однозначно очень интересные люди. Им мало просто функций в предмете. Им нужна эстетика и идея. Поэтому у нас появились столики-обнимашки, авторская керамика Оксаны Панфиловой. Кресло, на котором я сижу, завоевало одно из самых престижных наград в сфере предметного дизайна. Это ID Golden Compass. Ну и, собственно говоря, и нашу любовь. Потому что помимо утилитарной функции на нем просто элементарно можно сидеть, можно оторвать ноги от земли, наклониться вправо или влево, и ты уже находишься в неком движении вокруг своей оси. Нам показалось это очень интересно. Весь свет в гостиной решен локально. Заказчики не приветствуют заливной свет, поэтому мы приняли решение использовать треки исключительно для украшения торшер флос и над столом люстру Вибия. Коридор приватной зоны освещают светильники из зеленого оникса. Изготовили их по нашим чертежам и конкретно под этот проект. Родительская спальня изначально не предполагалась быть большой, она просто такой вышла, потому что кубик надо было завершить. Сейчас она порядка 30 квадратных метров, кровать стоит в центре, напротив огромной стеклянной стены.
Кровать выбрана здесь не случайно, именно такой формы. Нам нужно было больше приватности из-за такой не совсем стандартной постановки кровати. Я думаю, что именно эта модель чудесно с этим справилась. При выборе материалов в отделке в спальне для нас важна была натуральность. Поэтому кровать мы выбрали в натуральной ткани, в органичном зеленом травянистом цвете. Ковер мы намеренно не выделяли по оттенку, но внимательно смотрели по составу. Это эвкалиптовый шелк, привезена из Индии, сделана вручную. Все это для нас было очень важно. В спальне родителей для большинства, на мой взгляд, не совсем комфортное решение по поводу душа. Он открытый, с видом на сосны. А для моих заказчиков это, наоборот, достаточно привычное решение, потому что в предыдущем доме мы делали так же, и они попросили это повторить. В спальне есть еще маленький, мой самый любимый санузел, лаконичный, глубокого фиолетово-коричневого цвета. Войдя в коридор, безошибочно можно определить, какая из дверей приведет вас в детскую. Она ярко-сочного, оранжевого, жизнеутверждающего цвета. Детская небольшая, порядка, по-моему, 13-14 квадратов. Там мы разместили двухъярусную кровать, комод для хранения вещей, стол, много книг, их читают, и 2 тумбочки. Собственно говоря, для загородного дома заказчики посчитали, что этого набора вполне достаточно. Кровать в детской мы делали индивидуально, по нашим размерам. Заказывали это тоже в Туле. Там интересная задумка по поводу мата между ярусами кровати. Он снимается при необходимости и становится доп. Местом. Детская у нас решена в достаточно спокойно сероватом оттенке. Но оставить детскую без цвета мы не могли. Ее украшают скульптуры «Чуди» от Евгения Бреско. Мы выкрасили откосы в наш любимый травянисто-зеленый оттенок. Наша сочная, жизнеутверждающая оранжевая дверь и вид из окна. Тут мы не видим сосны, но видим фиолетовую баскетбольную площадку. Детский санузел мы решили сделать буквально колоритным. Там использовали португальскую плитку в 3 оттенках. Это розовый, голубой и зеленый. В мокрой зоне она более ребристая. На наш взгляд, это более безопасно, так как это все-таки детский санузел. Веселые крючки от Селити украсили пространство детского санузла. Это грибы, улитки, затейливые растения. На наш взгляд, это все собралось в единую композицию. Мне кажется, что самые интересные, творчески интересные проекты бывают именно в соавторстве с заказчиком. Этот дом любит, он необычен, он интересен, в него вложились эмоционально и творчески. И это видно во всех предметах, которые наполняют этот дом. Поэтому, на мой взгляд, все гости, которые приходят в этот дом, становятся лучше.